В меня въехала одна женщина на мотоцикле. И теперь я могу сделать вам маленький рум-тур. Это чайник. В нем разогревают воду. Я думаю, вкусно. Вкусно? Вкусно. Вкусно. Моя жена, я, мы буддисты. Но оно как настоящее мороженое. Просто кайф. Теперь надо... Ой! Что-то не получается. Что-то не очень вкусно. Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. И, как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня я покажу вам мое путешествие, которое я поехал с моей женой. Это наше первое большое путешествие за последние 5 лет. Ну как большое? Мы будем 5 дней в Сайгоне, будем ходить по разным местам, будем кушать вкусную еду, просто отдыхать. И я не знаю, что будет, а вы об этом узнаете буквально через пару минут. Так что смотрите видео, наслаждайтесь, и вы готовы? Поехали! Когда я еду в путешествие, я всегда беру с собой еду, потому что ты никогда не знаешь, где ты окажешься, особенно с моими вкусовыми предпочтениями, как вы знаете. И я готовлю обычно такое блюдо, называется это ночная овсянка. Возможно, вы уже видели в другом видео, когда я ездил с моей мамой. Вот здесь вы можете посмотреть, я тоже это ел. Сегодня я сделал 2 порции для моей жены и для меня. Здесь есть манго, семена чиа, овсянка и соевое молоко. А здесь то же самое, плюс без манго, но есть ягоды, есть немножко протеинового порошка, да, и есть еще немного драконьего фрукта. Сейчас попробуем. Как вы видите, кашка уже готова. Это очень легко приготовить, нужно просто вечером все перемешать, не нужно ничего варить. Вот, и получается очень вкусный, очень здоровый завтрак. Давайте попробуем. Офигенно. Вот, ну, если вы еще не покушали, то бегите кушать и продолжайте смотреть мое видео. Поставьте лайк. Ну вот, я уже нахожусь в Сайгоне, мы только что приехали. Конечно, как всегда, очень утомляет ездить, все передвижения, но тем не менее все равно классно. На самолете летать я люблю. Я уже получил посвящение сайгонское. В меня въехала одна женщина на мотоцикле. Она меня, конечно, не сбила, но да, она наехала на мою ногу. Так что все нормально, я не упал, я живой, я здоров, не переживайте. Вот, мы сейчас приехали в ресторан. Несмотря на то, что я только что завтракал, теперь я уже обедаю, кажется, для вас, да? Но это, так сказать, наш отдых будет в этом заключаться. Будем много кушать, много в разных веганских кафешках, будем исследовать еду.
Давайте посмотрим, что у нас сегодня есть на обед. Я сегодня заказал лапшу в стиле хуэй. И обычно это очень острая лапша. Конечно, вот вы видите здесь. Вот она. Посмотрим, как сейчас будет на вкус. Я надеюсь, она не очень острая. На самом деле мы планировали поехать в другой ресторан, но моя любимая перепутала название. Этот ресторан называется Шанти, а мы должны были поехать в Шакти. Ну ничего, сейчас попробуем, посмотрим. Еда оказалась довольно вкусной, хотя мы и не планировали здесь есть. Как я сказал, мы перепутали место. Было немножко дорого, но я очень люблю есть лапшу, особенно после долгого переезда. Ну вот мы приехали уже в наш отель, уже заселились, уже отдохнули, приняли душ, и теперь я могу сделать вам маленький рум-тур. Ну что, вы готовы? Поехали! Итак, начнем с нашего туалета, наверное. Вот он прямо здесь. Мне очень нравятся здесь двери, смотрите, какие они классные. Такие немножко хоббитские, я бы сказал. Да, что очень еще классно в этом туалете, приятный свет. Мне очень нравится, что свет идет от лампы, да, от зеркала. Свет идет от зеркала. Вот. И да, здесь очень приятно смотреть, хорошо проводить время в туалете. Вот, здесь у нас есть раковина, да, здесь кран, там душевая. Душевая, кстати, неплохая, только нету места, куда повесить полотенце, поэтому я повесил его вот так. Там вроде бы чисто, так что все должно быть ок. Вот. Так. У нас тоже интересный туалет, такой, знаете, я бы сказал, японский туалет, потому что у него вода идет вот здесь. Вот такая штука. Я еще такое не пробовал раньше, немножко страшно, посмотрим, как это будет. Конечно, у нас здесь есть фен, есть зубная паста с собой взял, зубные щетки, мой дезик или дезодорант, как правильно сказать, и гели для душа. И, конечно, там есть туалетная бумага. Идем дальше. Выходим из туалета, и у нас здесь есть маленькая кухонка. Смотрите. Вот. Так, сейчас я наклоню. Вот. Небольшая кухонка. Здесь есть даже микроволновка. Очень классно. Это сейчас так модно стали делать часто. Много шкафчиков всяких разных. Вот, можно убирать то, сё. Вот, есть тут сковородочки, есть кастрюлька. Такой, можно готовить завтрак. Могу свою кашку готовить. Может, даже сделаю, не знаю. Посмотрим завтра, послезавтра. Здесь у нас есть плита. Можно будет готовить мою кашку. Тут у меня витамины, чай. Всегда беру с собой чай. Лапшу нам дают, не знаю, бесплатная или платная. Чайник для моих американских студентов и друзей. Это чайник. В нем разогревают воду. Вам тоже нужно такую штуку купить. Также у нас здесь есть раковина. Очень неплохая. Тут лежит мой контейнер, в котором был мой завтрак. И там средства для мытья посуды. Вот здесь у нас еще один шкафчик. Тут я выбирал мой рюкзак, наши шапочки, наши также витаминки, лекарства всякие разные. Вот, и тому подобное. У нас есть маленький холодильник. Небольшой совсем, но неплохой. И, конечно, мини-бар, который мы не будем использовать, потому что обычно он очень дорогой. А смотрите, здесь лежит мой лимончик, который я всегда пью каждое утро. Идем дальше. Здесь наши чемоданчики лежат, телевизор. Да, сама комната по себе не очень большая, но мне кажется довольно уютная. Вид из окна, конечно, так себе, на другие дома. Ну вот Сайгон, что вы хотите. Вот. Здесь могу видеть, как работают кондиционеры. Вот. Можно даже выйти посмотреть, как тут он открывается. Сейчас попробуем.
так, вот так. Нет, стоп, что-то не могу открыть. Одну секунду. Главное не сломать. Потому что я, как и мой папа, если что-то не открывается... Так, стоп. А, вот, все. Получилось. Вот. Сюда видно улицу. Такой, конечно, не очень классный вид, но какой-никакой. Зато внутри очень уютно. Вот. И там внизу улица. Вот. Стоят мотоциклы. Так, давайте не будем выпускать нашу прохладу. Такой огромный наш балкончик. Так, закрываем. Так, секунду. Ток. И сейчас вот так. Мне кажется, сейчас оно закрыто. Все, вот теперь закрыто. Все нормально. Так, вот у нас шторы. Здесь у меня есть мое рабочее место. В принципе, я сейчас не работаю, только занимаюсь разной фигней. Вот. Тоже есть свет здесь. Хопа. Вот так. Можно закрыть все. И будет такой модный свет. Вот. Вот так вот. И кровать сама по себе довольно мягкая. Мне нравится. Вот. Она очень мягкая, смотрите. Вау. Да. Вот. И, конечно, картина, которая не нравится моей жене, а мне кажется, вполне ничего. И там у нас шкафы. Какие они, видите, невидимый шкаф. Нажал так, хоба. Хоп, открылся. Да, здесь лежит у нас одежда. Не лежит, а висит на вешалках. Вот. Там лежит мои штаны. У нас есть также корзинка для грязной одежды, что очень удобно. Вот. Моя любимая еще не успела разложить ее одежду. А я уже успел. Смотрите, так как там открывается? А вот так просто. Вот, тут моя одежда вся лежит и висит. Конечно, не поглаженная, мятая. Но в таком климате, как во Вьетнаме, все довольно быстро само разглаживается. Вот. И здесь у меня лежат компьютеры. И там всякие провода, шнуры и тому подобное. Конечно, здесь рядом с кроватью лежит моя любимая книжка Толкин «Властелин колец. Братство кольца», которую я сейчас читаю. И это, когда я вечером читаю, у меня всегда есть свет. То есть я могу это вот так вот поставить на книжку. Секундочку. Так. Давай, покажи. Ну, покажи, как я делаю. Вот так вот ставишь. Потом включаешь свет. Опа. Да, и можно читать спокойно там. Ну, надо только книжку открыть, по-другому сделать. Ну, понятно, суть, да, как это работает. То есть всегда есть свет, где бы я ни находился. Вот, мои наушнички, очки и еще одна лампа такая цветочная. Ну вот, в принципе, и все. Я думаю, что тут понятно, где мы будем жить. Я думаю, что эта поездка будет в большей степени гастротуром. Мне кажется, я буду снимать только походы в кафе и рестораны. Потому что здесь очень много вкусных кафешек и ресторанов. Но, возможно, мы также сделаем что-то другое интересное. Посмотрим. Итак, друзья, я пришел наконец-то в ресторан, который называется Filthy Vegan. И как вы понимаете, по названию здесь будет очень нездоровая, но очень вкусная еда, по которой мы пока еще ждем. Вот. Здесь хозяин этого места, которого зовут... What's your name? Kiron. Kiron. Yeah, it's Irish. Kiron. K-I-E-R-O-N. Kiron, он повар от души. Ну, я еще не пробовал его еду, не знаю, но посмотрим. Нет. Я думаю, вкусно. Yeah, Вкусно? вкусно. 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 Я думаю, вкусно. Спасибо. Пожалуйста. Если посмотреть на меню, здесь есть веганские бургеры, веганские буррито, начо, чипсы, путин, спагетти, пицца,
конечно же, fish and chips. Я это заказал себе уже. Вот. Есть английский завтрак, есть разные... Ну, в общем, такая, знаете, типичная английская, такая западная, такая вот вредная кухня. Вот этот напиток, конечно, неизвестного происхождения. Вы не знаете бренд, но обычно я никогда такое не пью. Но сегодня все возможно. Короче, друзья, смотрите, я заказал fish and chips. У нас здесь есть картошечка, она очень хрустящая, не очень соленая, но хорошо пойдет вместе с кетчупом. Есть бобы, очень классные бобы. И, конечно, есть веганская рыба. Офигенная, просто офигенная. Я не ел рыбу уже 12 лет, я думаю. Но я думаю, что это также на вкус очень похоже на рыбу. Да. Там используется морская капуста. Я не знаю, что он использует для консистенции, но это офигенно. Просто супер. Моя любимая взяла себе начос. Вкусно? Она говорит вкусно. Посмотрим. Я тоже попробую сейчас у нее. В общем, еда оказалась действительно очень классной, однако, так как она была очень жирная, вот это начос, особенно моя жена вообще не смогла закончить, и даже когда я пытался ей помочь, я тоже не сильно смог много съесть, поэтому нам пришлось забрать с собой. Но вот эти fish and chips были просто потрясающие. Я думаю, что я бы ради только этого еще раз сюда пришел. Но много этого не съешь, и часто тоже, потому что еда довольно-таки тяжелая. Итак, наш вечер подходит к концу. Время уже сколько? Уже без 20:11. В это время я уже на боковой. Мы только что сходили в кино на Дораэмона. Если вы не знаете, кто такой Дораэмон, это японский кот, робот, который был очень популярный во всей Японии, не только в Японии, во всей Азии. И для моей жены это как Гарри Поттер для меня. То есть она смотрела это, когда была маленькая, и для нее это так ностальгично, поэтому мы сходили. Там было на японском с вьетнамскими субтитрами. Ну, в принципе, детский мультик, так-то все понятно. Но я немножко засыпал, честно говоря. Плюс у нас еще была драма, как обычно, наши кошки дома убежали. И поэтому, пока мы здесь все смотрели, получается, брат моей жены и его жена, они сейчас у нас дома смотрят за кошками, за собаками, и мы очень сильно стрессовали, как там все будет, что будет, найдут они их или нет. Поэтому, слава богу, все вернулись домой, и мы сейчас тоже поедем домой и будем спать как убитые. Сегодня я и моя жена, мы ходили в буддийский храм или буддийский монастырь. Вообще слово «храм» во Вьетнаме не используют для буддийских храмов, они используют слово «пагода» или «пагода», как мы говорим по-русски, хотя это не совсем то же самое. Дело в том, что моя жена, мы буддисты, особенно моя жена,
Я пока еще только начинающий буддист. Но, как вы видите, я купил себе одежду специальную, чтобы ходить в храм. Вот она такая. И поэтому сегодня мы здесь были. К сожалению, я не мог все снимать, но я смог снять снаружи храма, потому что есть часть храма, куда нельзя заходить и куда нельзя вообще тем людям, которые не монахи. Но дело в том, что у моей жены есть знакомый монах в этом монастыре, и он нас пригласил к себе. Вот, сейчас вы видите эти ворота, и в эти ворота мы заходили. Как видите, они закрыты, но если вы знаете людей там, то вы можете туда заходить. Что мы здесь делали? Он показал нам, получается, многие комнаты в этом храме, в этом монастыре, который открывают только несколько раз в году. Это был очень уникальный опыт. Там была огромная статуя Будды, сделанная из дерева, которая даже занесена в ЮНЕСКО, насколько я правильно понял. И много других очень красивых комнат и алтарей и тому подобное. Вообще, почему мы это делаем? Ну, во-первых, потому что это очень интересно. Во-вторых, потому что у моей жены были вопросы к монаху, которые она хотела у него спросить. Поэтому мы сюда приехали, чтобы она могла с ним поговорить. И я тоже также спрашивал его, почему он стал монахом, как проходит жизнь в монастыре. Он также показывал нам свои разные традиции, что они делают, и показывал, как монахи после того, как они поели, они идут, я не знаю, как это называется по-русски, но можно сказать, такой ход делают. Они молятся и идут своими чашками, делают 3 круга, если я правильно понимаю. Опять же, я могу ошибаться, и я это делаю не со зла, просто потому что я не все, возможно, правильно понял. Но да, и также потом мы тоже пообедали. Нас пригласил этот монах на обед. Это была очень вкусная веганская еда. Как вы понимаете, буддисты веганы. Иногда вегетарианцы, потому что в монастырях иногда люди им жертвуют какие-то печенья с молоком или с яйцами, и они тоже едят. Но, как правило, они этого не едят. Да, как правило, они все веганы. Поэтому это было очень классно покушать с ними вместе в монастыре, поговорить о монашеской жизни, задать какие-то вопросы. Вот. Так что, да, наш опыт отдыхания здесь не только об одной еде, хотя об этом тоже, вот, но также и о таких поездках. Мы продолжаем наше гастрономическое путешествие по Сайгону. И сегодня, как вы видите, мы пришли к веганскому мороженому. Здесь есть очень много разного мороженого, есть разные вкусы. Давайте посмотрим, что здесь есть. Есть ваниль макадамия, есть драконий фрукт юзу, есть шоколад, есть имбирь с тофу, есть клубника, мока и соленая карамель. Я решил попробовать соленую карамель и также вместе с мокой. Конечно, все это будет в стаканчике, как надо. Это первое веганское кафе, прямо мороженое, которое я когда-либо был в моей жизни. Так что посмотрим, как будет на вкус. У них есть прям настоящая машина для мороженого и тому подобное. Но отзывы хорошие, так что, думаю, будет хорошо.
В общем, мы заказали мороженое, как я сказал. Я заказал соленую карамель и мока. И это очень вкусно. Вот эта соленая карамель просто прекрасна. Я еще не пробовал вафлю, но я думаю, она тоже очень классная. Это просто божественный вкус. Он сладкий, он яркий, он не слишком сладкий. И хорошая такая кремовая текстура, потому что часто бывает проблема с веганским мороженым, что оно не кремовое, оно такое больше как просто замороженное. Вот здесь оно холодное, но оно как настоящее мороженое. Просто кайф. Офигенно. Также моя любимая взяла себе, это называется ча сыа по-вьетнамски, или просто чай с молоком, боба-чай, боба-ти называется. Не знаю, что здесь есть, но тут есть желешки, видите? Буль-буль-буль-буль. Вот они такие. И есть молоко. И также моя любимая взяла еще вафельку. Вкусно? Она говорит вкусно. Ну все, мы будем дальше есть. И до встречи. Несмотря на то, что в Сайгоне так много всего классного, как и любой другой большой город, в нем есть много проблем. Особенно очень много бездомных людей. Но многие из этих бездомных людей, несмотря на то, что у них совершенно нет денег, и они не могут даже, у них нет дома. Тем не менее, у них есть достаточно доброты и тепла, чтобы принимать друзей, четвероногих. Как видите, этот мужчина, у него есть собаки, о которых он заботится и которых он очень сильно любит. Многие люди думают, что они используют этих собак, чтобы попрошайничать, хотя на самом деле во Вьетнаме люди не очень любят собак и кошек, и никто не будет им давать за это деньги. Эти люди также могли бы легко продать этих кошек и собак, потому что во Вьетнаме есть большой рынок мяса, собак и кошек, и за это они могли бы получить хорошие деньги. Но они этого не делают, потому что собаки и кошки — это их друзья. Мы ехали домой после фильма, и по улице мы встретили очень много вот этих людей. Честно говоря, для меня это был очень травмирующий опыт, потому что вот когда ты находишься там с этими людьми, у этой большой дороги, по которой постоянно ездят мотоциклы, и они просто здесь сидят. Они сидят здесь, потому что они ждут, что скоро привезут еду для бездомных, им раздают в это время, поэтому они приходят на эту улицу. Вот, они не попрошайничают. И когда мы запостили в интернете информацию про этих людей, к ним пришли люди в Сайгоне, попытались дать им деньги, они сказали: спасибо, у нас все хорошо, нам уже помогает, так что не надо. Вот. Но вот этот мужчина последний, у него есть даже маленькие щеночки, поэтому ему передали молоко и корм для собак, и он был очень-очень рад. Так что такие дела. Привет, друзья, еще раз. Значит, сегодня третий день нашего путешествия, и начался он не очень легко. Мы сходили позавтракать и потом собирались поехать на велосипедах, но так как мы ехали через туннель, то там было запрещено ехать на велосипедах, поэтому нам пришлось разворачиваться и искать другой путь. Короче, мы ехали почти 1,5 часа через весь город по жаре, по Сайгону. Это было ужасно, но наконец-то мы приехали то место, которое я хотел вам показать, и давайте посмотрим, где же я. Черт, не получилось. Вот. Мы приехали на
болдеринговый скалодром. Я очень рад. Я уже 5 лет почти не занимался болдерингом, так что я прям супер excited. Вот. И сейчас полазим немного. Тут есть очень разные маршруты, разные уровни. Есть разные категории. Есть американская от 0 до 7, есть французская, есть японская. В России мы обычно пользуемся французской системой. И я уже пролез 4, 5, 6 А, 6 Б, и вот 6 С у меня пока не получается. Но сейчас я вам покажу, как я могу пролезть 6 Б. Давайте попробуем вместе. Нужно, получается, начинать, то есть поставить 2 руки. Это называется зацеп. Вот, такие, есть разные зацепы, большие зацепы, это пассивы, есть маленькие зацепы, есть такие хапалки, вот такие очень легкие, есть микроши, вот, много разных названий. Но у нас начинается с такого пассива, вот, и у нас есть, здесь показан синенький значок, значит, что это вот синий, и ноги у нас, получается, есть вот этот и вот этот. Такой рельефчик, я бы сказал, да? Вот, сейчас мы, руки я запихал в магнезию, чтобы они у меня не срывались, чтобы не были мокрыми, чтобы лучше было сцепление со стеной. Вот, и мы начинаем, получается, вот так. Ставим ногу сюда, тут неудобно, попробуем вот так начать. Вот, ой, вот как она начинается. А я уже пролез сегодня эту, надо вам доказать. Так, ну вот, начинаем, раз. Вот так. Теперь надо, ой. Что-то не получается. Так, дубль 2. Ну давай, Серега, давай, не стыдись. За маму, за папу. Ох ты, что ж такое? Может быть, потому что я поменял тапки. У меня только что были тапки на размер меньше, и мне в них было неудобно. Но сейчас я надел тапки на размер побольше, мне удобнее, но может быть они менее, так сказать, их сцепление хуже идет. Сейчас попробуем. Так, вот. Трудно. Так, ну главное мне вот за тот взяться, за цеп. И все получится. Давай еще раз, Серега. Так. Вот, все, пошло, поехало. Так. Так, сейчас мы ставим сюда. Вот, беремся вот так. Разворачиваемся. Находим ножку. Вот здесь еще одна ручка. Вытягиваемся. Ставим ножку сюда. И вот она у нас. Пассивчик. Мы закончили. Мама, я лазю по стенам. И спускаемся уже как хотим. Вот. Такие дела. Опа. Ну что, а вы любите лазить? Если да, пишите в комментариях. Если нет, то обязательно пробуйте. Это офигенно. Так, сегодня последний день, нет, предпоследний день нашего путешествия. Мы уже сходили, пошопились, купили, что-то купили в Конверсе, не помню, я уже забыл. Мне купили вчера футболку, купили также обувь для любимой. Да, на самом деле, вы знаете, я небольшой фанат шопинга, но иногда надо. Мы также пробовали купить мне какую-нибудь обувь в Конверсах, в Nike, но просто нигде нету моего размера. У меня 45 размер или 45-46, в зависимости, но здесь все они слишком маленькие для меня, к сожалению. И многие сделаны из кожи или имеют кожу, да, кожу животных. Как вы знаете, я не ношу кожу животных, поэтому это тоже было трудно. Но я нашел там в Адидасе была линия одна, которая была без кожи животных. К сожалению, только не было моего размера, как я уже сказал. Вот. Да, вчера мы классно поиграли в настолки. Был такой тяжелый день, много ездили на велосипедах. Но сегодня просто мы отдыхаем. Вечером у нас еще будет встреча с друзьями.
Вот. А сейчас мы решили зайти в индийский ресторан, потому что мы обычно кушаем всегда вьетнамскую еду или западную, но сегодня решили, нас что-то понесло на индийскую. Посмотрим, как будет здесь все. Первое блюдо называется пани-пури. Такие маленькие шарики, в которые обычно кладут, как сказать, картошку со специями. Вот. И заливают специальной водичкой. Что-то не очень вкусно. Они холодные. Вода слишком холодная. И не такие взрывающиеся, как раньше. Это был, пожалуй, первый раз, когда наше гастрономическое путешествие пошло не так хорошо, как нам хотелось бы. Обычно мы очень любим есть в индийских ресторанах, но в этот раз, несмотря на то, что у этого ресторана было 5000 отзывов и все были положительные, нам абсолютно не понравилась еда, как я уже сказал. Пани-пури были не хрустящие, были холодные, не очень вкусные. Вот эти штучки, я даже не знаю, как они называются, квадратики, кубики, сделанные из нута, они были очень странные, они были сладкие, соленые, какие-то непонятные. И даже доса была, конечно, в целом неплохая, но все равно такая была не очень хрустящая и немножко какая-то была, не знаю, мягкая. В общем, да, не всегда, конечно, мы ели супер вкусную еду, и в этот раз индийская еда нас подвела. Но ничего, это жизнь. Здрасте. Здрасте. Как ваши дела? Вы такой милашка. Но я вас с собой забирать домой не буду. У меня уже таких много милашек. Несмотря на то, что вы такой очень милый, карапуз. Булочный какой вы. Ой, какой булочный. О, ну здрасте, здрасте. Ой. О, тетя, о, какой пузан. С этим котом, моя любимая, мы делали много комиксов для ее канала. Так что я его знаю, уже можно сказать, не лично, но видел его. Смотрите, какой он гангстер. Просто настоящий гангстер. Вот мы и добрались до Orion Pet Curry. Это такое кафе с кошками. Но это не просто кафе с кошками, это очень значимое кафе, потому что человек, который здесь этих кошек, он их всех спасает с улицы, и потом они у него здесь вместе живут. Но моя жена следит за его историей уже очень давно, очень часто она ему донатит, и он также делает разные комиксы с этими кошками, очень веселые. И использует эти комиксы моя жена для того, чтобы учить ее студентов вьетнамскому, также и меня. Поэтому очень многих этих кошек я знаю в лицо. Также в предпоследнюю ночь, когда мы были в Сайгоне, после ужина с нашей подругой, я уговорил мою жену все-таки сходить на джаз, и это было очень классно. Это был такой маленький
underground, или точнее above ground, потому что это был на 2-м этаже бар, который нужно, чтобы попасть, проходить через рынок, через какой-то непонятный подъезд. Вот, но когда ты заходишь, там очень такая классная ламповая атмосфера. И девушка пела джазовые песни на вьетнамском, на английском. Было пианино и также саксофон. Вот, в общем, была очень классная атмосфера, и для меня это была очень важная часть нашей поездки. Ну и, конечно же, наша поездка не обошлась без похода в кафешку с настолками. Мы ходили в 2 разные кафешки. Когда мы были в первой кафешке, я снимал только на телефон, и вы можете посмотреть об этом в Инстаграме. Но во второй кафешке я снял уже на камеру. Как вы видите, здесь очень много разных классных настолок. Мы играли в настолку про драконов, это была очень крутая. Там также еще было очень много других людей, было немного шумно, но в целом нам было там по кайфу. И мы закончили нашу поездку в таком очень крутом, я бы сказал, в японском стиле ресторане, в котором ты сидишь за барной стойкой и видишь, как перед тобой готовят еду. Мы заказали лапшу, я заказал себе собу, такую обжаренную, а моя любимая заказала рамен. Также мы заказали грибы во фритюре, и это было очень вкусно. Было не очень много еды, но она была очень сытная, вкусная, и была очень классная атмосфера в этой кафешке. Было много такого уютного, я бы сказал, японского стиля. Ну и в целом был такой фьюжн, я бы сказал, вьетнамской и японской кухни, потому что все-таки это была не чисто японская еда. Вот. И я думаю, что здесь можно закончить нашу историю, наши поездки. Я хотел записать отдельное заключительное видео в аэропорту, потом я был слишком устал и хотел записать дома, но я думаю, что логичным завершением этого видео будет видео о том, как мы едим, потому что это то, что мы делали в Сайгоне. Хоть, конечно, мы и много ели, я очень беспокоился, что я потолстею, но я взвешился, и мой вес не изменился. Я думаю, потому что я также ходил в тренажерку, и мы много катались на велосипеде, мы много ходили, так что я думаю, это не сильно повлияет на мое физическое состояние. Но в целом могу сказать, что поездка была очень классная, я очень насладился ей, хотя, как правильно говорят вьетнамцы, Сайгон — это цветы для богатых и слезы для бедных. И я очень сильно в этом убедился, потому что раньше всегда я считал, что во Вьетнаме нет очень много бедных людей, нет бездомных людей, но в этом городе это очень было сильно заметно. Но я был рад, что мы все-таки могли помогать кому-то хоть чем-то. Вот, так что, друзья, если вам понравилось мое видео, если вы хотите больше видеть таких влогов о путешествиях, то обязательно пишите в комментариях, и я буду больше путешествовать и снимать таких влогов, несмотря на то, что они очень длинные получаются. Хотел бы отдельно сказать спасибо всем моим патронам на Патреоне, особенно таким людям, как Джефф, Бирк, Лиз, Джоэл и Джош. Спасибо вам большое, друзья. Если вы также хотите поддержать меня на Патреоне, то можете перейти по ссылке в описании, или вот там в углу, в правом верхнем углу будет ссылочка. Так что такие дела, друзья. Путешествуйте, отдыхайте, исследуйте, изучайте русский язык с моими видео. И до скорого. Пока-пока.